Добрый день, дорогие друзья. Вечер. Добрый вечер из осенней Варны. Центр. Очень уютное место. Одно из моих любимых, где находится домик архитектора. Сейчас я вам покажу. И здесь же вот домик архитектора с одноименным ресторанчиком. Дом на архитекта по-болгарски. Видите, как здесь же рядом Гранд отель Лондон. Здесь считается дорогим кофе. Оно стоит, как у нас в Саркисе. Представляете, где Саркис и где отель Гранд отель Лондон. Вот. А в домике архитектора цены такие же, как и везде. 20 чем-то лей. Тут такая вот градинка. Градинка, вы уже знаете, скверик. Вот столики все собраны в домике архитектора. Мне очень нравится это место, очень такое уютное, интересное. И вот напротив тоже старинные варнинские дома. Архитектура красивая. И здесь же вот авто, мото, вело, фото, гребля и охота магазин. Рядом хлебный магазин хлебарницы. Это тут всякий эксклюзивный хлеб продается. Так, стоянку мы не снимаем, мы просто снимаем вот этот вот вид. Это улица, кажется, Преслав. Вот та вот улица, где вот видите такие шпили католической церкви реставрированной. И там вот видите тоже красивое здание такое с огоньками, елочкой, кипарисами. Там тоже кафешечка такая, на улице были столики. И сейчас мы пойдем по тротуару. Увидите, какой уютный тротуар. Вот это центр Варны, он вот везде такой пешеходно, кафешечный, магазинчатый. Вот здесь домашний хлеб, сладости, пирожные всяческие интересные. И тут же рядом столики, можно присесть, выпить кофе или еще что-нибудь. Вот кафешка Тошко, забыл, как она называется, но это не столь важно. Как всегда, для нас самым важным является картинка. Картинка, позитив и радость в жизни. Вот тут что-то какое-то Делизия итальяна и что-то итальянское. Видите, как такие столики интересные. Посмотрите, как смотрим, наслаждаемся. И чуть-чуть дальше вон уже видны столики Тошкиного кафе. А тут всякие итальянские дела. Мека, мета, мет, шмет. Я не шарю. Тут что-то вот вино пробуют. Видите, можно выпить вина, здесь попробовать. Кто разбирается, дегустирует. А вот и Тошко. И, вот видите, тут такие столики. Очень здесь уютно. Тошко, здравей. Одно долгу кафенці направим. Да. Ти как си? А Светлю... Тук соседно, да. Светлю не едвал? Не, тут не доскома. Дякую, взяв преди няколко дена. Жив ли? Жив. Да, важно, това важно, да, жив и здрав, да. Угу. Вот, видите, как тут уютненько. У Тошко в кафе, столик на улице, столики. Вот у входа столики. Коста кафе. А называется заведение кафе. Тендо кафе, да. И вот тут такая вот площадка, площадь такая со сквериком от домика архитектора. Магазинчики на первых этажах. Что характерно в Варне везде. Первый этаж это магазинчики, кафешки всякие, там фирмочки, адвокатские бюро и так далее и тому подобное. А туда вот если пройти дальше, там одна из моих любимых улиц, забыл, как она называется, там где вот помните, у меня есть видео на канале, где я снимал видео, там такой ресторанчик, где кошки сидели со мной. Потом пройдемся по ней чуть попозже. Сейчас мы тут присядем, отдохнем. Вот Тошко. Опа. Я спросил за своего знакомого Светлю. Тоже это в центре живет. Я многих тут знаю. Он говорит, что видел его
не заходил, но проходил. Так что слава богу, что он жив и здоров. Вот как. Сейчас сделаем перерыв и... Ага. Вот еще есть такой красивый столик. Помните, я снимал интервью с... Не интервью, а снимал центр и присел на том, за тем вот столиком. Видите, там такие высокие стульчики, как барная стойка по высоте примерно. Вот тот столик. И там мы со Светлей сидели и пили кофе и беседовали. Вот. Попили мы кофе у Тошку, и хочу вам снять вот эту площадь. Очень тут красивая локация. Вот с тем кафе, которое мы видели издалека. Сейчас вот здесь вот я зашел посмотреть рюкзаки для ноутбуков и чемоданы. Цены здесь серьезные. Рюкзаки вот 42 евро. А вот этот вот красивый чемоданчик, вот видите, не самый большой, а после большого, скажем так, средний, 150 евросов. Ну, качество, конечно, я думаю, хорошее за такие деньги. Хотя, это не показатель. Не всегда бывает, что цена соответствует качеству. О-ля-ля. Так, идем дальше. Вот аппарат хороший. Ух, какая BMW-шечка классная. Красивая, прекрасивая. Но мне такие не нравятся по функционалу, потому что она очень низкая. Очень низкая эта BMW. Нам не нравится. Так, велосипедная дорожка. И вот тут тоже вот такое заведение интересное со столиками. Вот такая типа столовая. Вот видите, вот такая вот болгарская варнинская столовая с интернетом, со столиками, со всеми делами. Сейчас мы заглянем внутрь с вами через окно. Вот такие столики уютные. Можно присесть тихо, спокойно. Старинное здание. И вот тут и молодежь с интернетом, и все с ноутбуками уроки делают. Вот такая вот кафешечка, видите, вот интересная. Можно и кофе выпить. А это улица Преслав, ведущая вниз к Министерству внутренних дел, где выдают паспорта, документы, гражданство, решаются вопросы. Но нам сюда не надо. Мы хотим пойти по другой улице, моей любимой. Она вообще почти что чисто пешеходная. Вот я всегда успешно забываю название улиц, но это и не важно для вас. Для нас важно что? Картинка. Картинка и вот это слово, локация, где мы находимся, чтобы вы получили представление о том или ином месте, где находится ваш оператор. Вот этому магазину 1000 лет в обед, и он никак не меняется. Вот, посмотрите. Магазинчик, в котором все есть. Аптека тут испокон веков. И вот здесь на улице лотки с овощами, фруктами. Я здесь часто что-то покупал, помню. Вот. Везде вот эта вот пленка в магазинах. Ну, это как она называется? Занавеска такая пленчатая, или как ее назвать. И на улице стоят ящики по-болгарски, касечки с овощами, фруктами. И здесь такая тоже красивая градинка, такой скверик. Видите, такие высоченные кипарисы по 15-20 метров. Это вообще очень интересная растительность. Варня, южная растительность. Много вечно зеленых растений, названий которых я не знаю. Ну, кому, если очень сильно надо. Вот это вот интересное заведение. Мы отсюда снимали репортаж. Называется «Большая прогулка» по центру Варны, или как, я не помню. И вот тут вот вход в ресторан, видите? Вот здесь вот вход в ресторан, рядом магазин Хендли-Мендли сувениров. Всяческие сувениры здесь продаются. Ассортимент не шибко богатый, но есть. И вот тут в этом вот такая вот терраска, видите? Уютненькая терраска. Здесь днем очень хорошо, когда солнышко пригревает. Опа! И
Тут можно присесть и магазин Модильяни. Наверное, цены высокие, потому что видел, как сюда подъезжали эксклюзивные Мерседесы, БМВсы, Ауди. Вот это моя любимая улица. Здесь Национальный осигурительный институт. Ной, с правой стороны Ной. Но это как... типа и налоговая сразу, и счетоводная палата. Ну, такое вот. Вот вывеска есть в старинном здании, оно расположено. Национальный осигурительный институт. Территориальное поделение Варна. А вот здесь вот, с левой стороны, видите, вот, где не горит свет, раньше был мой любимый магазин. Мы тут собирались с магалянцами. Тут стоял такой маленький столик. И здесь на парапетах были такие деревяшки. О, видите, до сих пор есть такие деревянные лавки. Если вы заметили, видите, вот в этой нише вот тут деревянная лавочка, и там, чтобы было удобно. И здесь располагался продуктовый магазин. Сейчас, видите, он закрыт. Вот мы тут собирались, здесь стоял вот тут, вот так вот столик такой, пару стульчиков. Пили кофе, пиво, там кто пил пиво, сидели, разговаривали. Тут вот этот Светлю, я познакомился со Светлю, с Валерием. Валера преподаватель, кстати, русского языка и литературы, работал спасателем на Константин и Елена, где я работал фотографом когда-то. А здесь вот всяческие гостиницы. Вот эта гостиница Империя. Раньше она называлась Антик. Ну вот видите, как раньше Антик, сейчас Империя. А здание, это локация, место осталось тем же самым. Но когда был Антик, было намного интереснее. Не, какой-то вот интерьер у них был оформлен не так вот все в белом свадебном, а как-то более так вот по-народному. Такой классицизм, такой вот антик. Ну, так и назывался он антик. Сейчас очень помпезно. Тогда номер стоил, если я не ошибаюсь, 20 евро в сутки, до 20 евро. Сейчас не знаю. И здесь вот такая летняя террасочка. Тут, видать, свадьбы любят справлять. Потому что вот такой маленький дворик. Ну, кстати, как сладенько, как вкусненько все. Улица. Как клавиша с улица, не знаете? Имя-то на тазе улица. Ага, вот видите, вот он снимает и... Ну, что я его упрекаю? А, когда можно прочесть. Блин, ё-моё. Тут же написано, какая улица. Охрид. Улица Охрид. Красивое имя. И такая спокойная улочка. Здесь раньше с правой стороны был магазин Августа. Посмотрите, как магазин Августа на улице Охрид. Августа — это магазин констоваров был. Здесь классные товары продавали. Вот здесь с правой стороны. А сейчас здесь баптистская христианская церковь располагается. Да, и пересекает ее интересная улочка. Опять же, не знаю название, это не важно. Там находится любимое фотоателье, в котором мне 20 лет назад, даже больше, сделали первую фотографию на болгарский паспорт. Борко. Борислав Кайков, он у меня в друзьях на Фейсбуке. Тут у него собираются фотографы. Так он не левее, он уборка магазин правее. Вот по этому тротуару туда вперед. Ага. А сюда налево и наверх МВР, Министерство внутренних дел Варна, и всякие вот эти вот ресторан, турецкий ресторан называется Ориент, и напротив оружейный магазин с таким характерным конкретным названием Дула. Дула, да. Дулала. Здесь еще возле Борка интересный был барчик такой. Там спускаешься в подвал. Там такой интересный интерьер. Под камень все сделано. Столы деревянные. И попугай там был всегда. Я не знаю, если сейчас оно работает. Но было рядом. Прямо вход. А Борка назывался Фотофоба. Но мы сейчас не будем заходить, потому что торопимся. Мы просто так проскочим мимо. Ага, так.
барчика. Не вижу. Не вижу. Не вижу. А нет, вижу. Вижу. Идем. Пройдем мимо. Вот этот барчик. Видите, желтым светом светится. Тут был попугай. В зале. Вот он такой вот интересный. А он закрыт. Наверное. Он закрыт. Да, он закрыт, только свет горит. Видите, какой барчик интересный. Да, вот по лесенке вниз мы спускались. Там такой подвальчики тоже все свои. Как обычно, вот в Варне в таких барчиках собираются все свои. А вот и фотофоба. Сборка, магазин, Канон, Манон. Всякие дела. Здесь фотографы собираться любят. В теплое время выставляют на улице столик с зонтиком. И сидят, пьют кофе. Вот такая красивая варнинская архитектура, старинные дома. Еще есть. И вот видите, как бар оформлен. Вот он как бы современный, да, но он стилизован, он никак не портит внешний вид старой архитектуры. Вот такой вот варнинский красивый вечер у нас с вами. А туда вниз, если прямо, сейчас куда мы и пойдем, ЖД вокзал. И там, вы знаете мою страсть к ЖД вокзалам. И вот тут видите, как красиво освещается витрина. Так, обожаю вечер, огни, вечерние огни фонарей, свет из окон такой мягкий, вообще полная лафа. Красота. Так, идем дальше. Кстати, вот в этом направлении, вот как я иду прямо, находятся такие вот, как это выразиться, ну не почти оптовый склад. То есть магазины с низкими ценами. Там болгарская всяческая косметика, парфюмерия и в таком духе. Куда заходят наши туристы, они пока не потратят почти все деньги, не могут успокоиться. Потому что там очень прикольно. Так, ты понял? Тут раньше была механа, но не здесь, кажется. Да, блин. Не здесь. Что-то раскопки какие-то. Ага, и вот там вот дальше, вот с левой стороны, вот эти магазины такие с оптовыми ценами, с богатейшим ассортиментом парфюмерии и косметики. Там не все, что вы хотите. И копии, в том числе подделки тоже. А тут какие-то, не понял, тут был офигительный сквер, наверное, реставрация. А ну-ка, вернем быстренько, рукой подать. Сейчас узнаем, что здесь. Вот эта дорожка наверх, она ведет прямо, аккуратно к центру Варны. Вот тут был сквер. И что здесь? Ага. А тут раскопки. Исторические раскопки обнаружились тут. Надо будет спросить у Семена и у Тео. Они в курсе. О, исторические раскопки. Видите? Старинные постройки обнаружили здесь. А здесь был парк. Это уже, наверное, третье место исторических раскопок, которое я знаю в Варне. Музей под открытым небом. Вот с правой стороны мебельный магазин. Вот вам Дунхил-Мунхил магазин. И у магазина 4 столика. Что мешает в Кишиневе сделать так же самое, допустим, на тех же Буйканах, у тети Вали на магазине. Взял спокойно, но почему-то там такого не делают. Вот это вот такая площадочка здесь тоже. Механа, Стария Чинар. Это тоже такая сеть механа, это крама. Крама по-молдавски, такой фольклорный
стиль. Но не знаю, потому что старый H&R есть в отеле Черное море, но он вообще такой современный. Интерьер совсем далеко не механический, как принято механа. Ага. Вот туда прямо Приморский бульвар. Закусочные, которые знаю очень давно, вот эти как были, так и есть, без изменений. Что мне очень нравится в Варне, вот, блин, нету изменений в худшую сторону, как в Кишиневе, как Hyundai Picanto, вот мы с которой пользовались с Сашей и Ларисой, кишиневцами из Америки. Вот также это BMW-шечка офигенская, маленькая, но внутри очень такая хорошая. Вот она, красавица. Не отказался бы. Совсем бы не отказался, но нету времени для нее. Вот это знаменитый магазин, по который вам натер уши с громадным ассортиментом. Видите, какой большой. Закинем один глаз, закинем в этот магазин. Не будем заходить. Ай, чао, чао. Скажи Наско, чао. Наско. Видите, какие люди простые, никто ничего не говорит, такие приветливые, как дети. Вот за что я люблю Болгарию, что здесь люди намного попроще, нету пафоса. Естественно, встречаю знаменитого фотографа, видеографа Раджаба Шабанова, который снимал рекламное видео для Приморья, для мэрии Варны еще в 2007 году. Блин, чувак такой простой стоит так. Я говорю, он говорит, Эдя, привет. Говорит, я вижу твои там видео, фотки. Просто так, Эдя, привет. У нас бы вообще бы не посмотрели в Кишиневе в твою сторону. А он говорит, да, говорит, напиши, встретимся, выпьем кофе. Потом еще есть Юлиан Недев, знаменитый варнинский, и не только варнинский, болгарский фотограф, который снимает подводную съемку, фотосессии во всяческих морях и океанах, бассейнах, озерах, с фотомоделями. Тоже я как-то иду, он меня раз по плечу сзади. А мы с ним давно знакомы, потому что моя дочь была фотомоделью. И оттуда мы и познакомились. О, говорит, Кара, привет. Знаете, говорит, заходи, у меня мастерская. Блин, мастерская 15 лет. Одна и та же мастерская. Говорит, я в той же мастерской, заходи. Вот тебе телефон, визитка, выпьем кофе. Все очень просто и демократично. Что меня и кайфует здесь. Вот отношение людей друг к другу. Нету пафоса никакого. Хотя есть, но так. Есть, но очень мало. Переходим в неположенном месте. Как мне говорил один мой наставник, говорит, кто с тростью, тому можно переходить в любом месте. Почти. Ну, не в любом, но почти. Здесь вот заправка OMV. Вот в 2008 году, когда я купил свой ноутбук первый, вот я сюда приходил. А от моей квартиры, бывшей, до сюда примерно, чтобы не соврать, ну не меньше 2 километров. Я приходил сюда, потому что здесь никто не противился тому, чтобы пользоваться бесплатным интернетом. И меня уже знали тут женщины, не девушки, женщины, уже такие взрослые. И вот тут вот, пожалуйста, ЖД вокзал, Варнинский ЖД вокзал. И тут было раньше много бодык, сейчас вроде бы осталась только одна. И мы сейчас пойдем и проверим ее. Там чуть своеобразные люди, но они хорошие. Там снимать я не буду или буду снимать тихоря. Кому очень сильно захочется, у меня есть это видео на другом канале. Есть частично закрытое. Так что кому очень сильно интересно, пишите, я вам... О, надо на зеленый успеть. Я вам скину ссылочку, если его нету в прямом доступе. Вот видите, как цир. Это для слепых. Ну, как в Одессе, щелчки тоже бывает. Так и здесь. Так, Ау! Я не успел. А кто не успел, тот опоздал. Будем ждать. Будем законопослушными. Вот эта остановка, такой полуабраштач называется на болгарском. Абраштач — это
конечная, так это полуконечная. Тут для некоторых автобусов конечная, для некоторых проходная. И здесь вот за остановкой сразу железнодорожные пути. И тут мой друг Эмиль имел когда-то магазин, был у него магазин. Вот мы с ним познакомились через этот магазин, я поэтому и тусовался у него. А вот здание вокзала, она тоже красивая, но кишиневская будет побогаче намного по экстерьеру. Вот, видите, автобус зарулил. Вот тут много таких автобусов сочиненных, больших, с низким полом, очень удобные. Так, мы пока остановимся. И, уже зеленый скоро загорится, наверное, не знаю. Нам бы перейти поскорее. Машины, тут непонятные чуть светофоры в Варне. И красный горит и туда, и сюда. Хотя, видите, никто не мешает мне идти, а я стою и жду как баран. Хотя можно было бы пройти, но висит красный, а мы пока тарахтим. Че тарахтим? Ну, загорайся уже зеленый. Думает, этот законопослушный гражданин с этой камерой тут стал. А уже нас показывает 21 минуту. О, зеленый. О, слышите? Цир. Видите, вот тут зеленый, а тут красный, да? Вот тут пизом, блин. И сейчас что мне делать? Ну, конечно же, пойти. Конечно же, пойти. Что я не буду уже стоять как дурачок и ждать с моря погоды. И вот он, 31-й автобус едет в квартал Винница. Квартал — это район. В Варне не говорят район, в Варне говорят квартал. Квартал. Вот здание вокзала красиво освещается. Перрон открыт. Можно зайти. И вот та бодыга. Издалека, видите, там что-то соло, рыба. Вот тут у них мититей, котлеты, салаты, малаты. А здесь был магазин Эмиля. Видите, вот это все будки работали. Все. А магазин Эмиля был самый большой. Вот он, двойной. Здесь он. Магазин Эмиля, вот он, пустой. И рядом была еще тоже какая-то будка. Ее убрали. Да. А мы сейчас идем сюда. Да, здесь работает Иван и Елена. И посмотрим, что тут у них сегодня. Так, на улице. Видите, как, посмотрите, болгарский барчик внутри. Вот оно как рыба и морские продукты, сандвичи рубль 70, кофе 50 копеек, то есть 5 лей. Сейчас заходим и посмотрим, кто здесь на работе, чем здесь дышат. Цветочки у них тут, видите, как хорошо, романтично и демократично. Вот я зашел, сел в этот барчик и немножко вам интерьера этого барчика, холодильники, видите, вот утворено. Написано утворено, значит открыто. Люди сидят и слушают новости. Вот. Малку видео сняла за вспомнили. А снимам свой канал за приятели. Довиждали? Не, покосно. Покосно. Добре.